Привет! Я вообще не воспринимаю 14 февраля как настоящий праздник, потому что я не считаю, что для выражения своей любви нужен какой-то особый день в календаре. И если же пара хочет провести действительно особенный день вместе, то почему бы не выбрать свою дату? Дату, которая не будет так приторно, повсеместно коммерциализирована, а будет именно ваша. Но у всех отношение к этому дню разное, поэтому сегодня я решила поделиться с вами не идеей подарка, это было бы слишком банально, а идеей, как можно провести этот день вместе, если вы не собирались никуда идти и пересмотрели все киношки. Паперкрафт. Иными словами, изготовление объемных фигур из бумаги. Я уже пробовала эту технику в видео «Бумажный каменный медведь», и сегодня решила вернуться к этому вновь, потому что для этой техники нужна всего лишь бумага, ножницы, хотя в идеале металлическая линейка и канцелярский нож, и клей. В интернете есть куча схем, которые можно печатать у себя дома и собирать. Самый крупный русскоязычный ресурс, насколько я знаю, это группа ВКонтакте «Отборная макулатура», откуда я как раз таки брала мишку. И там есть как бесплатные развертки, так и платные. Труды дизайнеров надо все-таки уважать. И сегодня мы с вами возьмемся за сердце. Админ отборной макулатуры Алексей любезно предоставил мне набор для сборки, но, повторюсь, вы можете бесплатно скачать схему, распечатать и собрать у себя самостоятельно. Однако должна вас предупредить, развертка, которая в наборе, там где уже все вырезано и остается только склеить, собрать, отличается от той, которую можно скачать, хотя они обе приводят к одному и тому же результату. Это связано с авторскими правами, договоренностями между администратором и авторами моделей, но не будем углубляться в эти подробности. Суть в том, что электронная версия и уже готовая для сборки различаются, но приводят к одному и тому же результату. Давайте, наконец, приступим к сборке уже. В наборах есть инструкция, пояснение, где какая деталь, и это хорошо, потому что, когда я собирала мишку, был некий элемент сюрприза, потому что не всегда понятно было, что ты сейчас склеиваешь, нос, лапу или хвост. А тут сразу есть картина того, что вы делаете. В наборах, повторюсь, все детали вырезаны и все места изгибов прорезаны, что очень упрощает сборку. Если вы печатаете самостоятельно, то тут вас выручит либо непишущая ручка, либо шило, которыми по линейке можно продавливать места сгибов. Длинные линии удобно сгибать по линейке, придавливая ею одну сторону. Бывает вообще, сгибы не обязательно делать очень сильными, а достаточно просто обозначить их вот так. Смотрите на фотографию готовой работы, чтобы ориентироваться, где нужно сгибать сильнее, а где в этом нет необходимости. И еще важный момент – это клей. Карандаши я не советую точно, потому что я не знаю ни одного клея-карандаша, который склеил бы так, чтобы через неделю бумага оставалась склеенной. Я привыкла пользоваться моментом, правда он густоват для такого. Многие еще жалуются на то, что он бывает начинает неуправляемо вытекать. В таком случае надо просто слегка, чуть-чуть, слышите? Надавить на бока тюбика, и он уйдет обратно. А на этот раз мне посоветовали вот такой клей. Я вообще впервые задумалась, как называется этот клей по-русски. Потому что, когда я была совсем маленькая, у нас было спутниковое телевидение, и я смотрела мультики на французских каналах. Там была реклама этой фирмы, но не конкретно этого клея, а, знаете, такие клейкие жвачки. И слоган этот до сих пор помню. «УУ, это фикс. C'est fixe et c'est refixe». Ну, я так на подкорку-то и записала себе. «УУ, это...» Короче, вот этот желтый клей оказался очень даже хорош. Его можно нанести капельками, а потом распределить все зубочисткой. К плюсам клея момента можно отнести еще то, что если там чуть-чуть лишнего нанесли и он вылез, можно так шариками его скатать и спокойно убрать. А вот этот клей нет. Но на самом деле его просто не надо наносить очень толстым слоем, а лучше все лишнее прямо вот так снимать зубочисткой. Потому что большое количество клея – это не залог успешного склеивания. Склеивается все как обычно, цифра к цифре. И смотрите, если у вас длинные детали, у которых есть линия симметрии, начинайте клеить с центра, а не сбоку, как я сейчас. Таким образом, если, вдруг,
вы ошибаетесь при склеивании там на полмиллиметра буквально, то у вас вся деталь дальше будет ложиться все кривее и кривее. А если вы начнете с центра, то изначально деталь будет ровно лежать, и сдвиг будет не очень сильным. Но вообще, естественно, старайтесь не торопиться и быть внимательными, склеивать все аккуратненько, уголочек к уголочку. Для того, чтобы сердце держало форму и его можно было повесить на стену, к нему сзади клеится вот такой финальный контур. В описании я оставлю много информации о том, что, как и где, поэтому если у вас вдруг появились вопросы, не торопитесь бежать писать их в комментарии. Вполне вероятно, что я на них уже ответила в описании. А знаете, что еще классно с этой моделью? Прежде чем начать ее собирать, внутри на каждой грани вы можете написать что-нибудь милое, и потом это сердечко будет висеть на стене, заряженное любовью. На мой взгляд, творчество — это одна из тех вещей, которая очень объединяет. Именно поэтому я и решила так связать этот день и Papercraft. Так что любите друг друга, творите вместе, а я вас вот так вот люблю. Пока!